Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о печати колпачков, кейкапа в домашних условиях, тем более, что повод, как говорится, для этого есть. Никита Широков, он же Brain Defender, выпустил сегодня очередную версию своих замечательных кейкапов KLPLM, версия 1.3, и добавил туда смешанное соотношение между стермами и спейсингом. Соответственно, кейкапы печатаются на домашнем принтере по различным технологиям. Наверное, две наиболее популярных это FDM печать, вот, о которой сегодня буду рассказывать. Есть еще SLA печать, которая применяется с использованием смолы. Ну, наверное, первое, что хочу сказать, конечно же, печатать такие мелкие компоненты, как колпачки, предпочтительно именно с помощью SLA технологии. Вот, но при этом стоит понимать, что процесс значительно будет трудоемкий, если там потребуется проветриваемое помещение, запах смолы, последующая полобработка, поэтому кикап в таком случае будет стоить довольно значительную сумму денег, потребуется значительное время на их производство. Вот. Соответственно, если говорить об ODM печати, то примерно выглядит это вот таким вот образом. На 3D принтере устанавливается некое количество колпачков. Ну, в данном случае я предпочитаю печатать по 20, то есть 5 на 4, 20 колпачков. Почему именно по 20? Ну, потому что такое время такой печати по 1 час, там полтора часа, ну, то есть меньше 2 часов. Поэтому всегда надо помнить, что есть некоторая вероятность испортить печать. То есть, условно говоря, в любой момент принтер может там задеть там, своей печатающей головкой там, модель, может что-то произойти, еще. И, соответственно, печать будет испорчена, поэтому требуется некоторое количество, такое соотношение, чтобы печатать и не по одному кикапу за раз, но и не, там, условно говоря, по 100 кикапов. В одном случае вы, соответственно, выигрываете во времени, в другом случае у вас есть возможность просто-напросто запороть всю печать. И получив такую печать, что мы делаем? Просто-напросто снимаем ее, ну, на примере, покажу одного колпачка. Да. И, соответственно, что мы видим? Прежде всего, да, такая интересная форма расположения, то есть повернута на 45 градусов, и здесь почти что вертикально на 84 градуса. Но опытным путем было установлено, что, ну, по крайней мере, на моем принтере это оптимальное качество печати, потому что я пробую печатать и полностью плоско, под углом там 45 градусов, там под углом 45 градусов в другую сторону. Менял различные углы, достаточно много пластика на это потратил, но вот данное как бы соотношение нашел для себя и продолжаю его использовать. Соответственно, остается что делать? Снять поддержку. Ну, просто без поддержки невозможно распечатать капы. Вот, так, снимаете поддержку, это вот даже можно сделать руками, если остаются какие-то там заусеницы, да, всегда можно взять кусачки, немного подровнять. Вот у нас получился уже готовый колпачок, который можно надевать на клавиатуру. Соответственно, в зависимости от пластика это могут быть разные цвета, там черный, белые, либо даже цветные. Ну, наверное, такой момент, которым стоит рассказать, что FDM печать, она в принципе невозможна без некоторого количества дефектов. Может быть, это достаточно плохо видно на этом камере, но эти дефекты наблюдаются. Но прежде всего это хоть незначительная, но шероховатость. Ну, тут такой спорный момент, возможно, это даже приятно, такая небольшая шероховатость есть. Ну и за счет того, что все-таки в какой-то месте, да, кейкапы должны касаться поверхности, где они печатаются, ну, есть небольшой дефект. Ну вот как же я опытным путем вычислил, что вот такое вот расположение, соответственно, с небольшим углом и наклоном 45 градусов, оно приводит к наименьшему количеству дефектов. Тут такой вот угол, который непосредственно касается печатной площадки, слегка деформирован. Ну, на практике это мало заметно. Наверное,
не влияет на пользовательские характеристики, и капа влияет, конечно, только на эстетическую сторону процесса. Ну, спасибо большое, до связи, увидимся.